Здравствуйте. В 2018 году мы ездили в Абхазию в отпуск и решил оставить свой отзыв. Поехали мы туда на поезде. Дорога по Абхазии занимает 5 часов, из них 1,5 часа на таможне стоим. Въехали мы туда пасмурным утром, и виды были вот такие, не очень веселые. Особенно после яркого Сочи, Адлера. Обычные девятиэтажки серые, заброшенные вокзалы, дома без окон, ржавые поезда, заросшие травой. Давно не видно, вот тут стоят. Но на поезде было удобнее ехать, чтобы не пересаживаться, на таможне не стоять с сумками, с детьми. Железная дорога несколько лет не работала в Абхазии, поэтому вот в таком виде все вокзалы и поезда. Ну вот мы приезжаем в Сухум, тоже вокзал, красивый, но старенький. И тоже не работает, кстати. Ну да ладно, о грустном. Вот мы приехали на наше место. Это Нижние Шеры, пригород Сухума. Пошли на пляж. Нас тут иногда коровы встречают около дома. Они тут пасутся везде, как домашние собаки. Дорога идет мимо нашего ларька. Вон тут единственная торговая точка. Покупаем там семечки, арбузы и пиво. Пиво здесь сухумское, только почему-то другого не заводят, но свежее всегда. Автобусы экскурсионные наши, на которых мы ездим на экскурсии. Вот в этой роще вот такие вот деревья самшита гигантские. И вот наконец-таки мы попадаем на пляж. Дорога занимает минут 5. Пляж пустынный, чистый. Люди, которые, как вы видите, это с нашего лагеря все. Местные здесь иногда появляются, пару раз в неделю, по 2 человека с ребенком. Такие вот волнорезы. Сначала они портили нам вид, как казалось, но потом мы поняли, что мы их использовать для загорания. И таких вот надписей и комментариев. Вода чистая. Вот здесь глубина где-то метр. Дно видно. Не штормит. Снимаю с волнореза, с которого можно прыгать в воду. Когда смотришь на наш берег с того волнореза, ощущение, что мы находимся на каком-то необитаемом острове. Вода теплая. Вот дорожка от моря к дому. Все зеленое. Гравий, галька. Ребенок с удовольствием топает. Надо перейти железную дорогу одноколейную, но поезда здесь ходят всего 4 раза в сутки, так что не страшно. Заходим опять в лесок, в котором также прячутся коровы от жары, и едят тут траву, наверное. Пошли мы путешествовать по пляжу в поисках заброшенного пансионата МВД. Вот мы его нашли, вот в таком он виде. Только бетон, ни стекол, ничего больше нет. Видимо, когда финансирование прекратили в 92 году, все это не работает с тех времен и было разграблено местными мародерами. Войны здесь не было, то есть никаких следов от снарядов нет. Дома, в которых уже растут деревья.
Мы туда, кстати, поднимаемся сейчас. Вообще создается ощущение, когда ходишь по этой базе, как будто бы нашли в джунглях какую-то старую цивилизацию. Очень прикольно. Наш гид нам рассказывает про историю этого пансионата. В 1978 году он был построен. Так, вот мы отправились также еще на одну экскурсию на грязи лечебные. Измазались грязью лечебной, все вот так вот выглядит. Добывают глину на дне вот этого Есть эти негры такие, озерца. Вода там теплая и местами даже горячая, на, по-моему, 60 градусов, ну где-то где люди купаются на градусов 30-40. Съездили в Сухум, это набережная. Тут уже посимпатичнее, но правда вот порт их тоже заброшен, не работает. Такое ощущение, что все крупные объекты не используются. Здесь уже есть и кафе, и банки. Дома отдыха, театр, другие дома отдыха. В общем, похоже уже на более обычный курортный город. Здесь парк-сквер недалеко от театра. Вы слышите звук цикад, они везде, это фирменный звук Абхазии. К ним привыкаешь, и он такой завораживающий. Сходили в ботанический сад. Много очень здесь зелени, растений, привезенных с разных уголков земли. Говорят, что его защищали грудью вот во время войны, чтобы танки сюда не зашли и не уничтожили всю эту красоту. Съездили в пещеры в Новый Афон. Там колоссальные объемы. Эти пещеры бывают по несколько десятков метров глубиной. Перед пещерами съездили на холодное озеро искупаться. В конце водопад, он теплый, а вода холодная. Вот такое вот уникальное озеро. Видимо, здесь есть родники и холодные. Сейчас мы этого малыша спросим, как вода. Ну как вода? Да. Вот были в таких еще местах. Обратите внимание на человека, который в конце стоит на краю. Он сейчас сбросится со скалы. Вот, прыгнул. Ну не волнуйтесь, с ним ничего не случилось. Там вот такие вот чаши, только побольше, с водой. И он прыгнул в одну из таких. Эти дорожки сделаны вдоль реки, которая ведет к кафе, построенное в честь погибшего сына хозяина кафе. Все тут зеленое, даже камни. Интересно, когда здесь разливается вода во время дождей,
Наверное, здесь такие огромные потоки воды, что здесь вряд ли ходить можно по этим дорожкам. Либо очень страшно, наверное. Вот этот огромная тут нависает скала, она размером с какой-то дом большой. На фотографии, может, это не ощущается, но вот на месте это прям чувствуется. Гигантские размеры. Это вот это кафе, вход в него. Итак, мы сейчас видим, это территория нашей базы. Такие домики там тоже есть. Люди отдыхают после обеда и экскурсий. А это у нас тренажер. Гвозди. Да, на них мы стоим несколько минут. И потом бодрые и веселые можно идти на следующую экскурсию или на пляж. Лечебная процедура. Ну, вот мы едем на очередной ручей. Чистый прохладный воздух здесь. Шум воды. Цикады. Такой вот ручеек сделан, как будто бы водопровод открытый. Вот фильтр стоит, чтобы листья задерживать, другой мусор. Съездили мы на заброшенную электростанцию. Она вся есть, но ничего не работает. Вот такие вот провода в таком состоянии здесь. Она достаточно древняя, не помню, сколько ей лет уже. А вот еще такой мостик был. Вот ему 900 лет, да. Такие вот красоты есть. Около мостика, кстати, этого. Вот мы опять на пляже, катаемся на гамаках. Сзади стол, где наши детишки рукодельничают. Висим на канатах. Как видно, не только дети, но и взрослые. Вот детское рукоделие. Ближе к вечеру разжигаем костры. Благо здесь дров полно. Из леса, на пляже. Сухие ветки хорошо горят. Рассказываем страшные истории, когда начинает темнеть. Любуемся закатом, шумом воды, моря. Жарим хлеб и картошку. Под эту музыку, короче, люди собираются, кого-то привязывают к палке. А когда совсем стемнеет и выходит луна, вот такие вот виды получаются космические. Напоминает кадры из фильма про пиратов Карибского моря. Вот такое вот чистое небо, синее море. Красота, одним словом. Отдыхаешь глазами, душой, ушами. Да, эти кадры напоминают мне сериал «Остаться в живых». На этом все. Мне очень понравилось. Отдохнули. Класс.